Всем привет, друзья! Сегодня мы покажем вам, как собрать четырехъярусный торт и сделать для него прочную конструкцию, а также поделимся с вами процессом выравнивания, декорирования и перевозки торта. Вес данного торта 16 кг и рассчитан он был на 100 персон. Диаметры ярусов и их вес следующие. Начинки заказчик хотел сделать все разные, шаг между ярусами 6 см. По нашему весу диаметры получились 28, 22, 16 и 10 см. Высота ярусов 14-15 см. Нижние начинки, такие как молочная девочка, в нижние ярусы мы не используем, их можно использовать только для верха. Перед тем, как начинать делать торт, нужно определиться с весом и параметрами всех ярусов. Ведь согласитесь, торт может быть низким и широким, а может быть высоким и узким, и при этом оба торта будут весить одинаково. Если вам будет интересно узнать, как легко пересчитать вес торта на разные размеры, то ставьте лайки и пишите об этом в комментариях, а мы будем рады подготовить для вас полезное видео об этом. Для сборки ярусного торта нам понадобятся деревянные подложки с отверстием, соответствующие диаметрам каждого яруса. В эти подложки потом будут упираться опорные палочки, и вес торта будет равномерно распределяться. Такие подложки делаются на заказ, также их можно приобрести в кондитерском магазине. Толщина каждой подложки около 3-3,5 мм. Так как они выполнены из дерева, а оно имеет свойство расширяться во влажной среде, отверстия в подложках должны быть немного больше, чем толщина самой оси. И в таком случае будет легче насаживать тортики на ось. Если вдруг в ваших подложках не будет отверстия, его без проблем можно будет проделать при помощи шуруповерта и сверла. Еще нам понадобится центральная ось, у нас она толщиной 1 см. А также обязательным элементом ярусного торта являются опорные палочки. Ось мы обрезали заранее, ее высота должна быть ниже, чем высота всех тортов, примерно на 8 см. Это нужно для того, чтобы ось не вышла за пределы самого верхнего яруса. Общая высота всего торта вместе с подложкой 60 см, значит длину оси нужно сделать 52 см. Мы обрезаем электролобзиком, можно это сделать обычным ножом-пилкой. Затем следует совсем немного заострить кончик, так ось легче войдет в пеноплекс. После все нужно обработать спиртом или водкой. Собирать торт мы будем вот на такой подложке из пеноплекса. Мы считаем такой вариант самым прочным и надежным при сборке ярусного торта. У нас она толщиной 4 см. Для более легких тортов можно использовать меньшую толщину, но главное, чтобы она подходила под толщину ленты, ведь ей мы будем потом декорировать край пеноплекса. В нашем городе пеноплекс бывает серый и оранжевый. Оранжевый лучше не использовать, так как сквозь ленту может пробиваться его цвет. Как сделать такую подложку своими руками, можно посмотреть на нашем канале. Ссылку мы оставим в описании под видео. Приступаем к сборке всей конструкции. Начинки обязательно нужно собирать заранее, чтобы торт внутри хорошо пропитался и охладился. У нас ярусы постояли ночь в холодильнике, и только сейчас можно приступать к сборке всей конструкции. Для начала нам нужно найти центр нижнего яруса. Это очень важно. В дальнейшем все ярусы должны размещаться ровно друг над другом. Для этого мы используем линейку. Намечаем центр и еще раз проверяем расстояние. Нужно убедиться, чтобы оно было одинаковое со всех сторон. После того, как нашли центр торта, вставляем в середину ось. На основную подложку наносим немного крема для выравнивания и переставляем торт так, чтобы ось была по центру отверстия в подложке. Вставляем ось таким образом, чтобы она до упора вошла в пеноплекс. Убедитесь, что ось стоит ровно, а торт расположен по центру подложки. Затем нужно вставить опоры. Они нужны для того, чтобы вес торта приходился не на нижний ярус, а на опоры, которые будут упираться в подложку последующего яруса. Эти опоры должны вставляться в нижнее, во второй и в третий ярус.
Обычно мы используем толстые пластиковые трубочки, но в данном случае, так как торт у нас тяжелый, мы решили подстраховаться и в нижний ярус использовать вот такие толстые деревянные палочки. Это та же ось, просто нарезанная на другую длину. Они должны быть ровно по уровню торта. Если вы видите, что палочка выше, чем торт, достаньте ее и укоротите, но ни в коем случае не оставляйте так как это может вызвать смещение центра тяжести и перекос самого торта. Лучше пускай они будут на 1-2 мм ниже. Как только все опоры установлены, приступаем к черновой обмазке торта. Для выравнивания мы используем крем-чиз на сливочном масле. Рецепт будет в описании под видео. А также оставим там ссылку с процессом выравнивания и приготовления данного крема. Для начала мы наносим тонкий слой крема для того, чтобы собрать все крошки. Достаем второй ярус и устанавливаем его на подложку с отверстием. Между подложкой и самим тортом промазываем кремом для сцепления. Нужно убедиться, чтобы торт стоял ровно посередине на подложке. Затем устанавливаем его сверху на нижний ярус и хорошо фиксируем. И затем наносим черновой слой крема. Кстати, второй ярус также можно было обмазать черновым слоем сразу, еще до того, как мы его установили на нижний ярус. Так было бы удобнее. Сейчас торт отправляем в холодильник, а пока приступаем к выравниванию верхних тортиков. Два верхних яруса мы будем выравнивать отдельно, привычным нам способом. Устанавливаем их на подложке с отверстием, предварительно промазав их кремом для сцепления, и приступаем к выравниванию. Также наносим тонкий слой крема, чтобы собрать крошки, и отправляем ярусы на охлаждение в холодильник. Тем временем два нижних яруса у нас уже хорошо охладились, и можно приступать к чистовому выравниванию. Для этого мы наносим уже хороший слой крема и начинаем выравнивать сразу два яруса одновременно. Выравнивать таким способом немного тяжелее, поэтому нужно приловчиться и набить руку. Такой способ позволяет уменьшить количество крема между двумя ярусами. Допустим, по нашим рецептам стандартный минимальный вес двухъярусного торта получается 4 кг. А если его собирать таким образом, а потом наносить на него чистовое покрытие, то общий вес торта уменьшается примерно на 500-600 грамм. Таким образом, если вам нужно, можно немного уменьшить или увеличить вес торта. На данном этапе важно выровнять боковые стороны, чтобы они были параллельны основанию. После выравнивания обязательно отправляем торт в холодильник, а пока два нижних яруса охлаждаются, мы выравниваем верхние ярусы. И также отправляем охлаждаться примерно на 2 часа, чтобы крем хорошо застыл. Это позволит облегчить перенос ярусов и сборку самого торта. Также вставляем опоры. Тут мы уже используем пластиковые трубочки. Поверхность торта у нас будет неровная, а вот с такими рюшами. После того, как тортик охладился, наносим вот таким образом еще крем и разглаживаем его шпателем. Получается такой бортик.
Затем отправляем торт опять в холодильник и то же самое делаем с другими ярусами. После того, как все ярусы хорошо охлаждены, приступаем к их сборке. Аккуратно снимаем торт с подложки, промазываем немного кремом стык ярусов и насаживаем торт на ось. Обратите внимание, что ось выходит из третьего яруса совсем немного, буквально на 5 см. Точно так же, как и на первый ярус, мы вставляем опоры. И также насаживаем последний ярус. Все неровности убираем шпателем. Взвешиваем тортик и убираем в холодильник примерно на 30 минут. Подложку мы очищаем обычной сухой салфеткой. Затем при помощи золотого кондурина, разведенного в растительном масле, выделяем край у бортика. Декорируем рисовыми шариками в шоколаде. Немного придавливаем их к торту, чтобы углубить в крем. Если этого не сделать, часть шариков может скатиться при транспортировке. Если на боковую поверхность вам нужно прикрепить крупный шарик, то обязательно используйте для крепления шоколадную глазурь. При декорировании такими шариками убедитесь, что они покрыты шоколадом, так как бывают мастичные шарики, они при контакте с таким кремом начинают таять, и нужно будет каждый шарик изолировать от крема глазурью, иначе они растают. В самом конце работы нужно очистить подложку. Немного спрыскиваем спиртом или водкой и протираем сухой бумажной салфеткой. Сейчас нам нужно закрыть край пеноплекса. Для этого используем двухсторонний скотч, его наклеиваем на подложку по кругу. И затем наверх клеим атласную ленту, соответствующую ширине подложки. У нас подложка 4 см и лента у нас также 4 см. При необходимости ленту можно клеить в несколько слоев. Также в декоре используем топпер из оргстекла с инициалами молодожен. Мы их заказываем отдельно с нужными нам надписями. А также такие топперы можно приобрести в кондитерском магазине, но только с стандартными надписями. Торт готов. Сейчас мы его отправляем в холодильник минимум на час. Лучше охлаждать дольше. Перевозим торты мы всегда в упакованном виде. Сейчас появились вот такие коробки с двойным дном, в которых очень удобно перевозить тяжелые торты. На дно коробки на всякий случай мы еще приклеили двухсторонний скотч для дополнительного крепления торта. Перевозим всегда в багажнике на ровной поверхности и с собой обязательно берем ремонтный набор. Это перчатки, немного крема, шпатели, бусинки и все, что используется в вашем декоре. На случай того, если что-то отвалится при транспортировке, мы всегда можем это исправить уже на месте.
радости. Этот торт прекрасно доехал до торжества и доставил положительные эмоции заказчику. Надеемся, это видео было полезным для вас. Ничего не бойтесь, у вас обязательно все получится. И желаем вам удачи в ваших начинаниях. До новых встреч! Пока-пока!